Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня мы поговорим о базовом устройстве потустороннего, или как его еще не вполне корректно называют, загробного мира, и всего мира в целом, коей неотделимой частью потусторонний мир является. И разберемся в том, как все работает так, чтобы всем это стало просто и понятно. Приступим. Жизнь после смерти есть. Сегодня я не буду в миллионный раз сосредотачиваться на доказательствах этого факта и отсылать вас к множественным источникам информации, которые это подтверждают, а объясню вам базовое устройство реальности, осознав которое, вы сможете устранить все противоречия, связанные с вопросами так называемого загробного существования. На самом деле никаких противоречий нет. Пытающиеся понять устройство потустороннего мира граждане сами создают себе противоречия и, как следствие, проблемы с этим пониманием. И дело здесь вот в чем. Воплощенные люди привыкли все на свете делить категорично, строгими линиями и границами. Они делают это с вещами, понятиями, принципами, ценностями, пространствами и измерениями. Не исключением является и понимание устройства большой реальности за пределами материального мира и жизни после смерти наших биологических тел. Нам требуется обязательно поделить все на черное и белое и непременно знать, какой же мир все-таки настоящий – земной или загробный. Какой из них занимает более высокое положение по старшинству? Кто кому подчиняется и чьи приказы выполняет? Какая реальность более реальна? Как уже неоднократно говорилось в наших предыдущих лекциях, книгах и публикациях нашего телеграм-канала, чтобы понять духовный мир, следует смотреть на него не с точки зрения биологического организма, временно использующегося для выражения духа в пространственно-временном континууме и собирания опыта в мире плотной Земли, а глазами того, кем человек является на самом деле. Бессмертного духа, бесплотного сознания, начавшего свою жизнь в незапамятные времена в божественных яслях и имеющего в запасе вечность для того, чтобы достичь стоящей перед ним цели. Сейчас мы проживаем в небольшой части большого мира, на уровне плотной материи. Когда срок годности наших физических тел истечет, мы заново откроем для себя духовные планы Вселенной и вместе с ранее перешедшими туда родными и любимыми будем жить, действовать и решать различные задачи уже в них. Однако это не означает, что духовные планы более реальны, чем физический уровень, что они более важны или что кто-то кому-то подчиняется и выполняет чьи-либо приказы. Вот вам простой и наглядный пример. Начиная играть в замечательную и мою любимую видеоигру «Ведьмак. Дикая охота», игрок обнаруживает себя в деревне Белый Сад. Перед тем, как открыть всю доступную в игре карту, необходимо пройти эту деревню, выполнить все квесты и игровые задачи в ней и научиться грамотно оперировать главным героем Геральтом из Ривии, чтобы в дальнейшем играть было интересно, понятно и весело.
Белый сад является начальной частью большого мира игры. В ней происходит знакомство с игрой, ее правилами, обучение. Она более простая, ограниченная. В ней нельзя использовать множество способностей и возможностей, которые появятся позже. Но при этом она так же реальна, как и любая другая часть игровой карты, и неотделима от них. Без нее нет финальной схватки с главным боссом, а финальной схватки с боссом и спасения всего игрового мира нет без Белого сада. Это очень похоже на то, как все устроено и у нас. Земной плотный мир – это не какая-то отдельная сущность, живущая сама по себе, подчиняющаяся духовному миру и строго выполняющая его указания, как многим ошибочно кажется. Это часть целого, часть не менее важная, чем все остальное. Это наш Белый сад. Без нее наша игра и дальнейшие ее события, задачи и квесты не могут случиться и не имеют смысла. Границ, разрывов и разделительных линий не существует. Плотные и тонкие миры взаимопроникают друг в друга, работают вместе и влияют друг на друга. Они оба являются одной и той же реальностью, одной большой реальностью, в которой мы живем и оперируем на протяжении всей нашей жизни в качестве духовных существ. Они зависят друг от друга и работают вместе. Плотная Земля ничуть не менее важна, чем потусторонняя, и наоборот. И хоть нам очень хочется привычно провести четкие границы, их нет. Нет таковых границ и у нашей жизни. Наша жизнь на самом деле не делится на земное существование, загробное существование, жизнь до смерти, жизнь после смерти, жизнь во сне и жизнь наяву. Все это вместе одна наша большая вечная жизнь. На разных ее отрезках меняются лишь декорации и костюмы, но жизнь остается одной и той же, нашей единой большой вечной жизнью. Сейчас вам покажется, что я буду противоречить сам себе, но постарайтесь успокоить готовый взорваться мозг, продолжить просмотр и прослушивание лекции. Потому что, несмотря на то, что я сказал выше о том, что мы живем в одной большой реальности, все же верно и обратное. Реальности разные. И у каждого живого существа есть две реальности. Своя собственная реальность и реальность общая, коллективная. Все дело в том, что каждое живое существо, каждый дух, каждое сознание имеет в своем распоряжении инструменты творения, с помощью которых оно может создавать все, что ему заблагорассудится. От реализации любого мелкого желания, вроде нового автомобиля, до целых миров, до целой реальности. Все это делается при помощи мысли. Мысль и есть такой невероятный, удивительный и волшебный инструмент, данный каждому от рождения, при помощи которого он может творить и менять все в своей личной реальности. Но при этом каждый продолжает существовать и в рамках общей, коллективной реальности на всех уровнях существования – физических или духовных. Вы замечали, что несмотря на то, что все мы живем в одной и той же стране, проходим через одни и те же события и испытания, разные люди реагируют на них по-разному. Кто-то чуть что погружается в депрессию, отчаяние и безнадегу, а кто-то даже в самых печальных раскладах сохраняет оптимизм, никогда не унывает и прекрасно живет в любых обстоятельствах, реализует любые желания, самим своим естеством воплощая движение к свету. Это и есть проявление двух реальностей – индивидуальной и коллективной. Общая реальность вроде бы не меняется, она остается одной и той же, но индивидуальная реальность у каждого своя, а через нее и изменения в ней меняется и общая реальность.
оставаясь при этом все той же одной большой реальностью. Итак, повторим для закрепления. Есть одна общая большая коллективная реальность, и у каждого есть еще своя индивидуальная реальность, которую каждый дух строит для себя посредством работы со своим внутренним миром и через которую влияет на реальность общую. Вот так и устроен мир. Земной ли, потусторонний ли, астральный, ментальный, мир сна и так далее, неважно. На любых уровнях мироздания все работает одинаково. Именно так. Если ваш мозг еще не взорвался, продолжим. Представьте, что наш мир – это большая стоянка возле какого-нибудь торгового центра. Здесь паркуется множество автомобилей разных марок и цветов. И каждый из них при этом испускает из себя определенные выхлопные газы. Кто-то выпускает вонючую смесь из углекислого газа и других вредных веществ, а кто-то благоухает ароматами фруктов, цветов и ягод. Внутри автомобиля, у которого выхлопной газ вреден, неприятная атмосфера, от которой водитель кашляет и задыхается. У автомобилей с фруктовыми выхлопными газами в салонах приятно пахнет и комфортно находиться. Это индивидуальная реальность каждого из автомобилей. В тех областях парковки, где сосредоточено много автомобилей, генерирующих углекислый газ, воздух заполнен ядовитыми веществами. Ничего не видно, любая растительность уничтожена, и даже на мгновение заходить в эти области тяжело и неприятно. Там, где сосредоточены фруктовые автомобили, чистенько. Живые зеленые насаждения радуют глаз, чирикают птички и приятно пахнет. Но поскольку четких границ у парковки нет, и все ставят свои машины где придется, то и области разные. Где-то больше углекислого газа, где-то фруктовых ароматов. И вся парковка в целом имеет смешанную атмосферу. Это коллективная реальность. Наше сознание подобны этим автомобилям на парковке, а наш мир подобен самой парковке. На любых отрезках нашего существования, в любых мирах и измерениях, реальность вокруг мы творим индивидуальную и общую своими выхлопными газами, мыслями, словами и поступками. И любая из этих реальностей реальна. Выдумки об иллюзиях, виртуальном мире, матрице, космической тюрьме и прочее – все это лишь фантазии творческих разумов сценаристов и писателей. На самом же деле, любой мир, в котором мы пребываем, настоящий. В данный момент человеческой истории на нашей импровизированной парковке коллективной реальности представлено слишком много автомобилей на вредных двигателях, дымящих отвратительными миазмами зла, эгоизма, ненависти и жестокости, от которых в прямом и переносном смысле задыхается вся планета. Мы сами, своими руками сотворили себе вот такую реальность в нашей физической части бытия в ее текущей временной точке и поставили воплощенное человечество на грань вымирания. И все же машинок, пахнущих фруктами и испускающими из себя волшебные и приятные ароматы, в нашем мире достаточно для того, чтобы из загаженной и дурно пахнущей превратить нашу парковку в светлое, приятное, прогрессивное место, которое будет радовать великолепными ароматами, замечательными пейзажами и разнообразием жизни. Для этого всего-то и нужно пересаживаться на экологические машинки и парковать их рядом друг с другом, то есть объединяться друг с другом, отказываться от устаревших принципов ненависти и злобы по отношению друг к другу, не быть равнодушными, вместе достигать целей движения к свету, любви, добру и духовному прогрессу. Тогда и только тогда, но очень быстро и скоро наши индивидуальные,
и общие коллективные реальности станут прекрасными и великолепными, и все будет хорошо. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что если у вас есть вопросы по нашей дисциплине, то задать их мне вы можете под любым видео или в специальной теме раздела сообщества, а ответы на них я как раз и даю в Телеграме. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.